Сидни Ром – актриса, певица, модель и просто красавица. Родилась в США в семье владельца завода по производству пластмассы. Благодаря итальянским корням Сидни унаследовала яркую внешность. Стройная фигура и утонченные черты лица в 70-е быстро сделали ее звездой. Особенно после того, как она пару раз снялась для журнала Playboy. В СССР часто крутили по телевидению видеоклип на ее песню «Hearts». В Америке же она была известна еще и как звезда аэробики. Ее курс гимнастики составлял конкуренцию популярнейшей Джейн Фонди. Годы брали свое, и Сидни пыталась повернуть время вспять с помощью пластических хирургов. Делая подтяжку за подтяжкой, актриса лишилась былого обаяния и стала напоминать куклу с натянутой до ушей кожей. Сидни почти перестала появляться на публике и удалилась от светской жизни. Сейчас она живет в Италии вместе с мужем, итальянским архитектором. У актрисы 2 детей, усыновленных в Бразилии. Джоан Риверс, знаменитая комедиантка и телеведущая, прославилась не только благодаря своему чувству юмора и колким высказываниям, но и своим бесконечным экспериментом с пластической хирургией. С годами она пережила несколько десятков операций, каждая из которых вносила свою лепту в ее изменяющийся образ. Ее путь в мир косметической хирургии начался с подтяжек лица и бровей, что, казалось бы, должно было добавить ее лицу молодости. Однако постепенно ее лицо становилось все более натянутым, а выражения – более безжизненными. К многочисленным операциям Джоан добавила ринопластику, которая сделала ее нос более тонким и симметричным. Ее лицо стало популярной темой обсуждений, многие критиковали ее внешний вид, называя его кукольным и долговечным. Несмотря на критику, Джоан не стеснялась открыто говорить о своем увлечении пластической хирургией и даже использовала это как тему для своих шуток. Она утверждала, что каждая операция – это не только способ выглядеть моложе, но и шанс для новой жизни, а также для новых карьерных возможностей. Несмотря на всю критику, она продолжала оставаться иконой юмора и стиля, показывая, что иногда внешность может быть столь же важна, как и харизма, если говорить о шоу-бизнесе. Шерон Осборн, известная британская телеведущая, продюсер и музыкальный менеджер, ставшая культовой фигурой в мире шоу-бизнеса. Жена легендарного рок-музыканта Оззи Осборна, она не только управляла его карьерой, но и создала собственное имя в индустрии развлечений. Шерон всегда откровенно говорила о своем опыте с пластической хирургией, не скрывая многочисленных вмешательств, которые помогли ей сохранять молодость. Она признавалась, что делала подтяжку лица, блефаропластику, использовала ботокс и филлеры, но также не раз сталкивалась с последствиями неудачных процедур. Несмотря на критику со стороны общественности, Осборн продолжает уверенно заявлять, что каждая женщина имеет право выглядеть так, как ей хочется. Интересный факт. В 2021 году она объявила, что больше не хочет делать пластические операции после неудачной подтяжки лица, которая оставила ее недовольной результатом. Микки Рурк – культовый актер, чья внешность и карьера пережили несколько радикальных изменений за время его жизни. В молодости его лицо было одним из самых привлекательных в Голливуде, и он снимался в таких фильмах, как «9,5 недель» и «Дикая орхидея». Однако его жизнь в итоге приняла неожиданный поворот из-за любви к боксу. Травмы, полученные на ринге, стали причиной множества операций, в том числе на лице. В результате этих операций его лицо изменилось настолько, что стало практически неузнаваемым. Несколько хирургических вмешательств, включая пластические операции на носу и реконструкцию щек, сделали его черты мягкими и округлыми, а также сильно нарушили естественную гармонию его внешности. Вдобавок к этому актер использовал ботокс и филлеры, что добавило его лицу еще большее ощущение натянутости и лишило его былой выразительности. Публичные обсуждения его внешности сопровождались признаниями самого Рурка, который откровенно признавался в том, что его выбор пластического хирурга оказался ошибочным и что он сожалеет о своем решении. Однако, несмотря на внешние изменения, актер продолжил свою карьеру, удивив зрителей в фильме «Рестлер», за который он получил высокую оценку критиков и зрителей.
Тори Спеллинг, актриса, ставшая известной благодаря своей роли в культовом сериале «Беверли-Хиллз». Несмотря на свою успешную карьеру и культовый статус, она часто оказывается в центре внимания не только за счет своих ролей, но и из-за значительных изменений внешности, которые стали результатом многочисленных пластических операций. В начале своей карьеры Тори была известна своей естественной красотой, но с течением времени ее лицо и тело претерпели изменения. Одним из первых заметных шагов стала ринопластика, которая значительно изменила форму ее носа. Затем актриса решила прибегнуть к увеличению груди, операция, которую она не скрывала. В определенный момент Тори также признавалась, что использовала инъекции ботокса и филлеры, чтобы сохранить молодость и улучшить контуры лица. К сожалению, ее отношения с пластической хирургией не всегда были безоблачными. Были моменты, когда она столкнулась с последствиями неудачных процедур, что, конечно, не прошло незамеченным в СМИ. Тем не менее, Тори всегда открыто говорила о своих изменениях и признавалась, что каждое вмешательство было ее личным выбором, направленным на то, чтобы чувствовать себя уверенно. Ее путь в мир пластической хирургии стал частью ее публичного образа. Тори Спеллинг всегда была готова поделиться своим опытом и признаться, что операция – это способ сохранить форму и выглядеть так, как она этого хочет. Несмотря на критику и слухи, она продолжает оставаться востребованной актрисой, и ее карьеру нельзя назвать менее успешной из-за изменений внешности. Тори продолжает работать в шоу-бизнесе, оставаясь символом женственности и преображения. Кортни Кокс, известная по роли Моники Геллер в культовом сериале «Друзья», пережила драматические изменения своей внешности, которые стали темой обсуждений среди ее поклонников и СМИ. В начале своей карьеры актриса была символом естественной красоты, но с течением времени ее лицо стало значительно отличаться от того, что было в молодости. Кокс стала использовать косметические процедуры в стремлении сохранить молодость. Сначала это были минимальные вмешательства, такие как инъекции ботокса, но со временем она прибегала к более серьезным операциям. Вскоре ее черты стали выглядеть менее естественными, и актриса сама призналась, что каждое новое вмешательство требовало последующего, чтобы поддержать гармонию лица. Особенно значительным для нее стал инцидент в 2003 году, когда она обратилась к нелицензированному врачу, который использовал промышленный силикон для инъекций. Этот эксперимент привел к тому, что у Кортни начали появляться тяжелые побочные эффекты, включая болезненные комки и потерю чувствительности. Впоследствии, даже после исправлений, ее лицо оставалось более жестким и менее выразительным, чем раньше. Кортни Кокс открыто обсуждает свои ошибки и сожаления по поводу пластической хирургии. Она признает, что в какой-то момент увлеклась внешностью, теряя контакт с естественной красотой. Несмотря на все это, ее актерская карьера остается успешной, и она продолжает наслаждаться любовью зрителей, а ее роль в «Друзьях» навсегда останется в истории телевидения. Присцилла Пресли – женщина, чья красота всегда восхищала поклонников. Она не только была музой и женой легендарного Элвиса Пресли, но и построила успешную карьеру актрисы и бизнесвумен. Однако со временем ее внешность изменилась, что вызвало бурные обсуждения. Одним из самых громких инцидентов стал случай с неудачными инъекциями. В 2000-х годах Присцилла обратилась к косметологу, который оказался мошенником и вводил пациентам промышленное масло вместо сертифицированных филлеров. Исправить последствия этих процедур было непросто, и ей пришлось пройти несколько восстановительных операций. Помимо этого, Присцилла делала подтяжку лица, что сделало ее кожу более гладкой, но одновременно изменило естественную мимику. Также заметны изменения в области губ и щек, что дало повод для слухов о дополнительных вмешательствах. Несмотря на критику и сложный путь, Присцилла остается воплощением элегантности. Она активно занимается благотворительностью, управляет наследием Элвиса Пресли и продолжает вдохновлять поклонников своей стойкостью и утонченностью. Хайди Монтаг, телеведущая и актриса, в первую очередь прославилась благодаря участию в популярном шоу «The Hills». Но еще больше внимания к ней привлекли многочисленные пластические операции, которые стали неотъемлемой частью ее публичного образа.
В 2009 году Хайди решилась на более 10 операций, включая увеличение груди, ринопластику, лифтинг, липосакцию и изменение формы подбородка. С тех пор она постоянно оказывалась в центре внимания СМИ. Многие считали, что стремление к идеалу разрушило ее естественную красоту, а сама Хайди позже признавалась, что она ощутила разочарование от того, как изменилась. Вскоре после того, как операции были завершены, актриса открыто говорила о своем сожалении и недовольстве результатами, отметив, что ее внешность стала чуждой ей. Ивонн Уэлдан. Когда эта женщина появилась на премьере фильма «Неудержимые 3», многие приняли ее за мать Сильвестра Сталлоне. Дама раздвигала в улыбке накачанные силиконом губы и тщетно пыталась придать живое выражение замерзшему от ботокса лицу. Вскоре, правда, выяснилось, что это вовсе не миссис Сталлоне, а Ивонн Уэлдан, светская львица и известная в прошлом гольфистка. Но поскольку перекроенное пластикой лицо Ивонн произвело на фотографов неизгладимое впечатление, ее снимки появились во многих таблоидах. Жаклин Сталлоне, а вот и сама мать Сильвестра. Бывшая актриса и астролог, в молодости танцевала на трапеции, была трижды замужем. С возрастом, пытаясь удержать ускользающую красоту, сделала множество пластических операций. Благо сын Сильвестр всегда был очень щедр к маме и денег на ее прихоти не жалел.